Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодняшнее коротенькое видео я снимаю по просьбе подписчиков. В одном из прошлых видео я сделал вот такую балеринку для сверления отверстий в металле. И подписчики меня попросили показать подробнее заточку сверла, которая работает резцом. И самое главное, процесс сверления отверстия снятый одним кадром, без монтажа. В прошлом видео я это не включал, потому что думал, это никому не интересно. Ну а сегодня у меня как раз возникла такая необходимость сделать еще одно отверстие. Так что приступаем. Потребность в новой круглой детальке возникла в связи с модернизацией моего двигателя. В данный момент я модернизирую масляную систему и устанавливаю внешний масляный фильтр вместо внутреннего. Для этого я закрутил в картер двигателя вот такой штуцер от масляного фильтра. Но из-за того, что здесь есть вот такие вот шлицы, фильтр до конца не накручивается, и мне нужна кольцевая проставка под вот этот уплотнитель. Для этого я буду использовать диск, который получился в прошлом видео про балеринку. Толщина 5 мм. Ну и раз сегодня у нас своеобразный тест, покажу смазочно-охлаждающую жидкость, которую я использую. Это Vexanol 8, я его использую в 5% концентрации. Но сперва я обещал показать заточку. Сначала я снимаю две фасочки с боковых сторон, с этой и с этой. Затем под углом градусов 5 делаю вот такой спил торцевой. Дальше под углом градусов 18, наверное, делаю вот такую заточку. И в конце делаю вот такую выборку, ну, наподобие стружколома что-то. Получается вот так. Ну а сейчас закрепляем детальку и пробуем. Все, секундомер установлен, пробуем. 3, 2, 1. Стартуем. Перевернем детальку. Уже почти готово. На часах 2 минуты.
Все, готово. На часах 3 минуты 48 секунд. Смотрим. И вот она, желаемая деталька. И, в принципе, резец не затупился. Камера опять не фокусирует, но может быть вот так получится у меня показать. Вот это резец после работы. В этот раз смазки было побольше, и в принципе с ним ничего не произошло. Еще подписчики просили меня показать стружку, которая образуется в результате этого сверления. Вот она. Здесь ей все засыпано. Маленькие стружечки по ширине резца. И вот я сейчас сверлил одно экспериментальное отверстие. Видно, какая поверхность образуется вот в процессе работы под резцом. Весьма забавно. Несмотря на то, что вот этот маленький резечек из сверла показался довольно хорошо, мне хочется иметь что-то более долговечное, чтобы не подтачивать его перед каждым сверлением. В комментариях мне советовали сделать твердосплавную напайку на него. Его я уже оставлю в покое, пусть отдыхает. Сделаем новый резец. И для этого у меня есть вот такой вот старый гнутый клапан, из которого я сделаю державку. И вот такая вот маленькая твердосплавная напайка от отрезного резца. Их можно купить отдельно, стоит она около 50 рублей. Будем пробовать и в конце обязательно проверим в работе. Качество поверхности, которое получается после реза болгаркой, не подходит для пайки. Поэтому создадим небольшую шероховатость с помощью напильничка. Также зачистим поверхность и на твердосплавной пластинке. Паять будем с помощью вот такой вот буры в качестве флюса и вот такой латунной проволочки. Ну а собственно пайку будем проводить с помощью вот такого электролизного газосварочного аппарата с вот такой вот маленькой горелочкой. Работает на дистиллированной воде. Еще нам для пайки понадобится немножко латунных опилок. Нашел в помойке вот такую детальку латунную. Мне она чем-то миньона напомнила. Из нее сделаем. Смешаю немножко этой латунной пудры вместе с бурой. Ох, даже много я сыпанул. От души. Вот эту часть будем использовать.
Сейчас мы прогреваем наш резец вместо пайки и пластинку. Это мой первый опыт пайки, и делать я буду по рецепту дядьки Максима. У него на канале есть хорошее видео на эту тему. Разогреваем как следует и посыпаем бурой. Она немножко кипит, пузырится. Еще немножко. Теперь попробуем прогреваем их вместе резец на паечку. И укладываем. Бура немножко кипит, и на паечку надо подправлять. А теперь берем металлический стержень и заплавляем все боковинки. Латунный стерженек. Теперь надо дать резцу остыть, лучше естественным образом, и потом уже можно его подточить и попробовать в работе. Ну вот, резечко я подточил на алмазном круге. Хорошо видно вот эту вот латунную прослоечку, которая образовалась в результате пайки. И сделал вот такое подобие стружколома. Сейчас пробуем сверлить. Для экспериментов буду использовать всю ту же самую свою экспериментальную пластину. Толщина 5 мм. 3, 2, 1, поехали!
Ребят, что-то мне не нравится, эксперимент я останавливаю. Буду пробовать другие заточки. Без вас я уже поэкспериментировал с разными вариантами заточки этой фрезы. Вот наковырял тут кучу каких-то канавок. И вот получился лучший вариант вот такой. Сначала сделал простой скос. Потом сделал что-то вроде еще стружколома такого для отвода. Но даже эта заточка не смогла мне обеспечить такую же скорость реза, как у фрезы из сверла. В какой-то момент я даже потерял терпение и прижал фрезу посильнее, что неизбежно привело к фиаско. Вот как это было. Фреза врезалась слишком глубоко в металл и ее загнуло. Я ее, конечно, выпрямил. Но самое забавное, что моя твердосплавная напайка осталась цела. То есть припаял я ее неплохо. И заточка тоже не пострадала, она прямо остренькая. Прямо можно порезаться на этом при желании. Но тем не менее, на этом тест я завершил. Вот такой у меня сегодня был творческий эксперимент по изготовлению вот этой фрезы с твердосплавной напайкой и сравнению с фрезой из обычного сверла из быстрорежущей стали. Для меня выводы очевидны по этому тесту. Однозначно и по субъективным ощущениям, и по времени, по скорости реза выиграла фреза из обычного сверла. Она режет быстрее, мягче и тише. Тем не менее, эта фреза тоже рабочая, то есть она тоже способна сверлить. Но второй раз я уже даже не включал таймер, потому что результат очевиден. Хотя она, конечно, тоже окажется среди моего рабочего инструмента. Но на сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Всем удачи. Пока.